какая история, да, кто как начинал. Все мы приходили там... Здравствуйте, я Игорь Черноусов. С какого-то момента мы начинали, ну, кто как, да, у кого какая была точка. И вот эти точки людям будет интересно понять, потому что все равно они будут ассоциировать. Поэтому вот у нас Валентина Викторовна – это одна позиция, да? Люда Завтур, которая недавно совсем начала у нас, это еще одна позиция, причем она пришла из традиционного бизнеса. Марина Алехина расскажет, как она пришла вообще с кондачка. Вам это будет тоже очень интересно, мы с нее и начнем. И, наверное, вот эти вот истории, скорее всего, для людей будут интереснее всего слушать. Да, мы просто про это будем говорить. Сейчас, пока наша техническая поддержка будет нам делать рестрим, так называемый, то есть трансляцию на несколько соцсетей, мы вот готовимся к тому, чтобы какие будут вопросы и что людям интереснее всего. И я думаю, знаете, на что еще обратить внимание? Людям страшно очень часто бывает. Причем люди иногда, и мы тоже, когда мы приходили, все равно было страшно. Причем непонятно что, вроде медведя нету, да, а вот как бы страшновато. Вдруг деньги потеряю, там, вдруг еще что-то. И вот, наверное, об этом тоже нужно будет немножко поговорить, чтобы люди понимали, что здесь безопасно. Что вот нет риска ни потери денег, ни потери здоровья, а наоборот, приобретения. Ну вот какие-то еще такие вот вещи, они, наверное, будут волновать людей. Ну и правильно сказала Юля, это и чеки. Мы не можем там говорить о чеках прямо в открытую, сколько это, но мы можем говорить, что за это время куплено там пару-тройку квартир или домов, себе и детям, автомобили, и не «Жигули», которые стоят в гаражах там или без гаражей. Олег у меня, например, не любит гаражи вообще. Ну, короче, какие результаты? Путешествия, и сколько стран объехали. Я чего-то как-то посчитала эти страны, у меня получилось то ли 50. Ну, вот Марина Алехина считала на день рождения свой. Сколько стран, Мариночка, океанов? Все, мы в эфире в полном. Ага. Ну что, дорогие друзья, добрый вечер. У нас сегодня не совсем обычный эфир. Мы говорим о бизнесе, но мы говорим с точки зрения наших лидеров. То есть людей, которые начали бизнес когда-то. Кто-то из них, так же, как и я, 20 лет назад, уже 21 год у многих. Кто-то начал всего там год или два назад. То есть как вообще получилась, какая история? Потому что каждого человека приводит в бизнес, в новое дело. Ну, бизнес мы говорим, может быть, громко, потому что когда мы говорим о бизнесе, очень многие люди пугаются, потому что это сразу, легальность какая-то, склады, товар, куда-то ехать. Вот об этом Люд как раз расскажет. А начать я хочу с того, чтобы, просто, потом я расскажу свою историю, о том, как все-таки люди приходили в этот бизнес, как пришли в Вивасан. И почему в Вивасане остались. И почему в Вивасане продолжают работать. И почему дальше собираются работать. И что достигли еще. Добавок ко всему, даже если прямо вот не очень сильно напрягаясь, скажем так. Итак, первый у нас будет рассказ, первая история. Это один из крупных международных лидеров компании «Вивасан», один из самых ярких лидеров. Все наши мероприятия и праздники – это Марина, которая действительно без нее, знаете, когда вот солнышко зажигается или какая-то яркая звездочка зажигается, вот как бы с Мариной все начинается. При этом, при всем ее веселье, она еще умный, яркий, талантливый организатор, но кроме того еще мама, не поверите, бабушка, не поверите, коса своя собственная, ну и еще жена и дочка. Поэтому тут много, у нее много ипостасей. И вот, Марин, пожалуйста, как начиналось? Я тебя очень хорошо помню в то время. Дорогие мои, хочу сказать одно, что начала все правильно. Как сказала Ольга Васильевна, начинать нужно всегда бизнес правильно. И я начала его с бутылки вина. Вы не поверите,
Но когда меня пригласили в гости, как я поняла. И поэтому, как обычный человек, я пришла в гости, конечно, с бутылочкой вина, с пакетом фруктов и чего более. Но потом выяснилось, что я попала на какую-то презентацию. Презентация была швейцарского продукта. После этой презентации мне вручили 5 наименований продукта и сказали: иди продавай. Что это, кто это, про что это, вообще непонятно. Ну, дали бумажек, сказали: дома почитаешь, продашь. О каком бизнесе шла речь, я даже и ни в уме, ни в глазах, ни в ушах, нигде никогда не видела, не слышала. Потому что я все время, ну, и до сих пор, понятное дело, мне сейчас 50, я была замужем. То есть заниматься каким-то бизнесом, где-то работать, для меня это вообще было непонятно, про что это. Мне еще папа в свое время говорил: деточка, пока мы живы, учись, ты еще наработаешься. Поэтому эта фраза мне так легла хорошо на душу, что о какой работе и о каком бизнесе вообще шла речь. Но тем не менее, эти 5 наименований мне дали. И когда я приехала домой, я, естественно, почитала о них, думаю, ну и кому же я это все буду продавать, это все Царство Небесное. И тут волей судьбы приходит моя подруга, у нее загулял муж. Ну, а так как я уже сильно начитанная, просто сильно, я уже грамотная, что надо было? Масло апельсина. Конечно, масло апельсина пошло в ход. Потом у портнихи сильно болела голова, это сосуды, естественно, масло лимона, и пошло, и пошло. И так я продала 4 наименования. Естественно, деньги на руках, мне их надо отнести за товар. Я прихожу в офис, отдаю и говорю: вот эти 4 у меня купили наименование, а 5 крем-тимьян. Какой дурак вообще его купит за такие деньжищи? На что мне ответили: ты дурак и купишь. Почему? Потому что я не знала даже, что продавала я по цене рынка. И вот эта разница как раз была ровно столько, сколько стоил крем-тимьян. Чуть-чуть я доплатила. А теперь особое внимание хочу сказать тем людям, у которых нет денег на регистрацию, даже на те 5 наименований, которые идут. Понимаете, бывает в жизни ситуации, когда да, когда густо, когда пусто. И вы понимаете, о каком бизнесе идет речь. Я знаю, что в бизнес надо вкладывать деньги, и где их взять, и вообще про что они сейчас. У меня даже нет ни копейки, ну, очень бывает трудно, да, как бы свести концы с концами. А какой-то бизнес и еще 5 наименований, да это минимум 5000. Так вот, особое внимание на моем примере даю. Вы эти 5 наименований берете и также продаете 5 разным людям. И на эти наименования вы как раз и регистрируетесь. И получается, что 0 копеек, 0 рублей вы внесли в свой бизнес. Вы уже можете с этой своей дисконтной картой идти и делать бизнес. И потом, как выяснилось для меня, международный бизнес. Благодаря этому бизнесу я побывала в 37 странах. 17 морей и океанов омывали мне ноги. Поверьте мне, это было очень приятно. Конечно, кто-то скажет: да я и сама могу съездить и туда, и сюда, и во сюда. Конечно, мы можем съездить, накопить денег и съездить. Очень хорошую фразу я один раз прочла в интернете, когда идет обращение к морю. Море, копи ты лучше денег, чтобы посмотреть на меня. Это прям вот фраза очень понравилась мне. И думаю, почему я должна копить? Почему я кому-то что-то должна? Я могу сама это все для себя сделать. И могу и поехать, и побывать. И благодаря как раз компании Vivasan, а я здесь уже 20 с лишним лет, побывала в этих странах. Я была на этих морях.
Благодаря этой компании я выросла сама как человек, именно как женщина, может быть, даже в плане того, что просто духовно, вот как-то, вот понимаете, когда иногда бывает такое, что ну красавица, ну умница, а сама в себя не веришь, думаешь, да ладно, что-то как-то вот не про меня это, не для меня это вообще никак. И тут ты реально понимаешь, что у тебя сразу речь какая-то другая, поведение другое меняется. И на сцене ты уже разговариваешь, как будто ты там родилась, и перед тобой аудитория большая. И когда у тебя структура в 6 тысяч человек и более, и ты понимаешь, я ли это? Ой, я. И я это могу на самом деле. Поэтому, когда начинается бизнес, когда хочется, ну, колется, нужно всегда спрашивать именно у тех людей, кто в этом уже профи. Сейчас в таком количестве большой информации в интернете дается, что столько много людей в бизнесе. Можно смотреть, можно читать, можно изучать. И плюс ко всему есть реальные люди, к кому можно обратиться и сказать, ну, помогите мне разобраться во всем этом. Вы же уже можете подсказать, куда можно ходить, куда нельзя ходить. И вы реально спрашиваете не у тети Шуры, которая там где-то по радио слышала, а у человека, который действительно занимается бизнесом и который действительно понимает, про что это. Вот благодаря этим людям, благодаря тому, что сама себе поверила, ну, может быть, бутылочки вина чуть-чуть. Ну, чуть-чуть выпила и поверила. Чуть-чуть выпила, расслабилась и поняла, все это настолько реально, все это так возможно на самом деле. Поэтому те, кто сомневается, никогда не будет бизнеса, если вы будете продолжать сидеть вместе с тем, на чем сидите на диване. Нужно это поднимать и идти. Сколько бы лет вам не было, 25, 30, 50, 60. У меня есть такая замечательная подружка, ей 82 года, наверняка вы ее знаете, это легендарная личность, по-другому никак не могу сказать. Это Леденева Зоя Николаевна, наверняка вы ее видели на Первом канале. Так вот, девушка в 80 лет свои отметила прыжком с парашюта. Конечно, в тандеме, но тем не менее, извините, 80 лет прыгнуть с парашюта, это как-то вот, да, это очень даже достойные. Поэтому, сколько бы вам лет не было, если есть у вас зажигалочка внутри, если есть желание, еще хочу сказать, что, конечно, когда вы начинаете этот бизнес, нужно понимать вообще, для чего он вам. Я так думаю, что не ради денег, потому что если ради денег не получится, когда вот хочу, давайте много денег, много, это сколько, зачем, для чего они? Поставьте себе цель, для чего нужен вам этот бизнес, для чего нужны эти деньги, чтобы что? Чтобы купить машину, чтобы помочь детям, чтобы выглядеть самой хорошо, или, может быть, просто бросить все, взять карточку с денежками и уехать на Бали на месяц, на 2. Вот так захотелось мне просто для себя отдохнуть. Вот как только вы решите, для чего, тогда оно пойдет. И, естественно, эта энергия, она будет браться отовсюду. И люди будут к вам подходить. И будут люди идти как раз те, которые вам нужны. Те, которые придут, поводят носом, шмыгнутые, скажут, все это ерунда, это не ваши люди. Когда я... Но, кстати, не факт, что они потом еще раз не придут. Да. Такое я тоже. Говорю, если вам говорят нет, если человек не хочет ничего у вас покупать, не хочет подписываться, делать регистрационную карту эту, не хочет он ничего, не отчаивайтесь. Говорите, как у доктора. Были у доктора все? Что говорит доктор, когда пациент уходит? Следующий.
И так здесь следующий. Один не захотел, второй не захотел, но третий-то точно будет наш. Это однозначно. Поверьте мне, я это знаю. Хотелось бы пожелать вам всего самого доброго, светлого. И единственное пожелание, которое я хочу вам сказать, не сомневайтесь ни в себе, ни в том, что вы делаете. Даже если вы сделаете ошибочный шаг, но вы его сделали, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть, сидеть, утирать нос. Марина, ты сейчас прям как Черчилль сказала. Черчилль все время говорит, это его любимая фраза. Лучше сделать и потом переделывать, чем не сделать вообще. Поэтому вот на этой радости. Молодец. Ребят, дорогие друзья, все, кто присутствует у нас в соцсетях, в разных соцсетях, ну, во-первых, скажите, пожалуйста, из каких вы городов, вот сегодня, из какого вы города? Потому что многие из нас, кто-то из Воронежа, из Липецка, из Москвы, из Орла, из разных городов. И у каждого из этих людей есть практически во всех городах свои сотрудники, свои дистрибьюторы. Вот напишите, пожалуйста, сейчас, из какого вы города, из какой вы страны. Потом мы сделаем еще один фокус. Мы прочитаем, какие это, Юлечка, прочитаешь, какие это города и страны, да. И представим себе, что все эти города, во всех этих городах есть структуры. И в этом вообще никакой фантастики нету. Ну что, Марин, спасибо тебе большое. Если есть вопросы к Марине. Воронеж, Старый Оскол, Кингисепп, Тамбов, Италия, Тамбов, Киев, Орел, Липецк. Орел, Липецк, да, Новый Оскол, Белгород, Тюмень. Подвисает немножко, да, Тюмень. Давайте я прочитаю побыстрее. Давай. Из Дагестана, Италия, Роверето, извините, Бишкек, Киргизия, Киргизстан, город Токмок, Москва, Кингисепп, Ленинградская область, Киев, Орел, 5 Италия, то есть у нас тут одна Италия. Вот кто сейчас в социальных сетях. Вот, и представьте себе, что все эти города, ну, во-первых, привет всем. Привет, спасибо, что вы здесь, большое спасибо. И представьте, что все эти, у каждого из вас есть структуры в каждом вот из этих стран и городов. Сначала, когда мне это говорили, я так смотрела и думала, ну, вот просто им надо, чтобы я подписалась, и вообще они плетут, вообще бог знает что. Откуда, какая Италия, какая Америка, какая Германия. И потом, когда начинается расти структура и появляются люди в разных странах, ну, ты задыхаешься сначала, потому что, как это, неужели, как Марина точно сказала, неужели это я, неужели это со мной? Поэтому вот, ребят, скажите, какие вопросы есть к Марине по тому, как она начинала? У меня, например, вопрос. Вот когда ты шла просто в гости, у тебя была вообще в мыслях, что ты будешь заниматься бизнесом? В жизни. Я даже вообще не думала, я шла в гости. Меня пригласили, я шла в гости. Думала, сейчас посидим девочками, поболтаем. А нет, не поняла вообще, куда пришла. О каком бизнесе шла речь? Нет, конечно. Спасибо большое, Марина. Но потом пошел кураж, если честно, вот хочу сказать. Потом пошел кураж. Когда я продала эти 4 наименования, то сказать, что я начала учить там что-то, там, читать про продукцию и так далее, нет. Потом следующий мой визит был в баню, извините. Я пошла в баню и встретила там приятельницу, у которой там какие-то проблемы. И тут я поняла, что действительно я могу вот это все продавать и помогать людям реально. И после того, когда она мне сделала закупку на какую-то баснословную сумму, я была вообще в шоке. Неужели я это могу? Марина, у вас страх раньше был продаж? Накатанный. У нас было... Марина, у вас был раньше страх продаж? Нет, никогда
Не было. Я девушка вообще активная и очень такая позитивная во всех отношениях. Плюс ко всему мне, наверное, очень хорошо помогла перестройка, потому что в свое время я еще и в Польшу ездила, и в Чехию челноком немножко работала. И для меня вообще общение с людьми и вот это купи-продай, не знаю, может быть, это у меня в крови. Вообще все говорили: не, Маринка, мы к тебе не пойдем, потому что мы так не сможем, как ты. Ты же цыганка. Я говорю, ну это однозначно. Я говорю, как я и не надо. Я говорю, потому что мы друг на друга не похожи. И это хорошо, что мы друг на друга не похожи. То, что я цыганка, это понятно. Я люблю просто общаться с людьми. И в общении, естественно, начинаешь говорить комплименты, или ты знаешь этого человека, знаешь семью, естественно, ты начинаешь как бы желание вообще помочь. Проникаться уже этим человеком, проникаться его жизнью, потому что как только ты в глаза... Хочется помочь, хочется как-то донести это все. Понятно, что не пошли за мной толпы. И, кстати, я хочу сказать, что те, которых я действительно звала друзей, товарищей, знакомых, они как-то... Может быть, я своим вот этим импульсивным таким состоянием показала, что, может быть, они наоборот как бы отошли от меня из-за того, что они не могут, как я. Это, наверное, была моя ошибка. Да, часто так и бывает. Когда мы стараемся изо всех сил рассказать получше, люди тогда говорят, ой, это люди смотрят и думают, не, я, наверное, так не смогу, как она. Поэтому стала, естественно, прислушиваться. Конечно, компания Vivasan давала много уроков, много давала образовательной такой программы, которая дала возможность понимать людей, общаться с ними по-другому, прислушиваться. Не просто, как я говорю, транды, цыганка, купи вот это хорошо для тебя. Нет, а вот именно слушать человека, что он хочет, что он говорит. И тогда уже начинаешь закрывать свой рот, открывать уши, слушать, и тогда уже к тембру человека прислушиваться к словам, к пожеланиям его, и уже понимаешь, что профессионал приходит. Тоже секреты рассказываете. Ну, дальше уже пошли секреты. Марин, ну что, спасибо тебе большое. Мы знаем, что у тебя там серьезное еще мероприятие сегодня, да? Я вас прошу, дорогие друзья, все, кто находится в соцсетях, все, кто нас сейчас смотрит, напишите, пожалуйста, хотя бы 1, 2, 3 слова. Во-первых, что бы вы пожелали в дальнейшем Марине, и хотели бы вы, например, у нее вместе с ней работать в Vivasan. Напишите, пожалуйста. Есть вопрос. Марина, какие вы ставили перед собой изначально цели? Я говорила, их и не было, потому что я была за мужем, и сказать, что я прям куда-то стремилась, нет. Но когда начали всевозможные предлагать конкурсы, какие-то там акции и так далее, то есть я имею в виду компания, когда стала предлагать непосредственно Томас Гетфрид, то мне стало интересно, а почему нет, почему я буду хуже других, я буду лучше других, я поеду на семинар в Турцию, я поеду на семинар в Кипр, то есть я поеду туда, а еще мало того, ну, если дадите еще время, я вам расскажу про Австрию, как я туда попала. Это был отдельный случай в моей жизни, и когда люди говорят, что это невозможно. Я это очень хорошо помню. Я помню ту секунду и минуту, в которой ты принимала это решение, когда оставалось уже всего месяц. То есть ты человек вызвал. Я думаю, что это будет еще один эфир, и ты нам еще об этом расскажешь. Не забудьте, дорогие друзья, напомнить. Следующий будет эфир, да. На самом деле, для тех, кто сомневается, что что-то возможно в этой жизни. Да, ребят, это будет совершенно, это будет очень много откроется вам, всем вам. Как вообще это, что это такое, как вообще возможны такие шаги. Это не сегодня точно, Марин.
Спасибо тебе большое. Я тебе желаю куража, я тебе желаю дальнейших успехов, и чтобы ты всегда была вот такой зажигалкой, никогда не теряла вот это чувство, чувство успеха. Вот, у тебя есть это чувство успеха. Спасибо тебе большое. Пока-пока. Могу вам сказать, что я дочь успеха, и все остальные пусть присоединяются ко мне. И дочь везения. Кстати, для того, чтобы присоединиться, у нас есть, если вы перешли по ссылке, у нас есть форма для заполнения, где вы можете оставить свои контактные данные, и с вами свяжутся. Не забывайте об этом. Или свяжитесь с тем человеком, который вас пригласил. Ну что, спасибо тебе большое. Пока-пока. Теперь Людмила Завтур. Переходим к Людмиле. Люда, проверь свой микрофон, проверь свою камеру, мы тебя видим хорошо. Да, и здесь я хочу, человек очень трудолюбивый, очень трудоспособный. Она к нам присоединилась недавно, ну, не так давно, скажем так, и очень долго размышляла, да, но сейчас она вам расскажет немножко о себе. Для нас было особым, так сказать, особой честью, что человек пришел из бизнеса. Причем она занималась своим собственным бизнесом достаточно успешно. И, ну, я, например, смотрела и думала, насколько ее хватит. И вообще, как бы не вернется ли она назад. Что из этого получилось на сегодняшний день, она расскажет вам сама. Людмила Завтур, партнер компании «Вивасан». Пожалуйста, Людочка. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Я хочу вам рассказать свою историю. Я занималась традиционным бизнесом, торговала, то есть ездила, покупала, перепродавала, но я всегда занималась очень хорошей продукцией. Вот. И однажды здоровье – это очень тяжело, это тяжести, это нервы, это перелеты. Вот. И однажды я сидела у себя в павильоне, здоровье не очень, то не очень, бизнес уже не очень, и думаю, что-то надо делать. Вот у каждого, наверное, приходит такой момент, что вы понимаете, надо меняться. Вот как пришел этот момент, вот я сейчас вам говорю искренне, меняйтесь и быстро. И что вы думаете? Это вот как сказка. Тоже получилось. Думаю, где бы мне вот оздоровиться, помолодеть и денег заработать. Я прихожу к своей знакомой, она у меня спрашивает, а где улица у нас такая есть, Комиссаржевская, 16, а в голове думаю, ну где-то здесь вот, а где никак не могу понять. Вот. А я говорю, а что там находится? Да там фирма какая-то такая есть. Я очень прислушиваюсь к таким вот знакам. Но она мне не сказала. Вы понимаете, что там или как? Я сама на следующий день выхожу с автобуса и вижу Комиссаржевская, 16. Я прихожу туда сама. Вот мое желание такое было, вот измениться. Но я зашла, посмотрела, мне очень понравились люди. Кого я там встретила, очень доброжелательная. В частности, и Ольга Васильевна. Мне захотелось с ней общаться. Вот что и получилось. Но я когда посмотрела продукцию, да, я взяла для себя, я стала там оздоравливаться, я вижу, что есть результаты. Но вы знаете, как 20 лет торговли, они не сразу отпустили. И вот я металась туда-сюда, вот, и параллельно я ходила на лекции доктора и изучала свои продукты, свою, как вам сказать, ну, анатомию человеческую, что к чему, куда подходит, как. Я говорю сейчас чисто простым языком, вот, чтобы было понятно, потому что вы такие же сидите, и тоже вот когда вам скажут, ага, вот масло от этого, какие-то мази от этого, и думаешь, боже мой, да ты этого никогда не узнаешь. Ничего подобного.
Вот. Мне стало очень интересно изучение человека, его, как это, выздоровление. Вот. Помогали очень менеджеры компании. Вообще в компании очень хорошая образовательная база. Ребята, вас никто не будет учить, это нужно платить деньги, понимаете? Здесь учат бесплатно. Приходите, вы узнаете о себе больше, нежели, ну как вам, в каком-то институте. Здесь практика. Мне было очень интересно. Я не знаю, совпало вот все мои 3 желания, все абсолютно. Вот. И мне нравится делать людей как это, здоровыми, мне нравится делать им приятно. Что тем я занималась бизнесом, я одевала, мне нравилось красиво одеть. И здесь, когда я вижу результаты, то, что я рекомендую, и люди выздоравливают, или крем какой-то подошел. Спасибо, говорят. Да, это очень приятно, очень приятно. Вот. И я стала, вот я говорю, что я не сразу, я только недавно стала нормально, когда я съездила в Москву на Томаса Гетфельда, вот, произвело впечатление. Ребята, это компания очень честная. Это наш президент, Да. Томас Гетфельд. Да. Очень честная, здесь не надо вкладывать денег, понимаете? Это очень важно. Вот сейчас вот вы вдумаетесь, надо вложить деньги, нужно их вернуть. А здесь вы пришли, вот Маринка же сказала, вот 5 продуктов, вам их дадут, вам их не надо покупать. Людочка, а можно я у тебя спрошу, вот твой прошлый бизнес, да, сколько там было вложено денег? Ты же туда всегда вкладывала деньги? Да. Да. Ты всегда... Ну, понимаете как? Сначала это возвращалось, эти деньги, но вот так я вам скажу, 7-8 тысяч долларов нужно. Сейчас даже не знаю. Да, вложить. Это вот... И это аренда, это налоги, это само собой. Вот. Но надо это продать, надо угадать товар. Вы понимаете, если ты не угадал товар... Всегда ли все у тебя продавалось или все-таки зависали вещи? Вы знаете, вот был момент, наверное, у всех он счастливый, когда за 3 месяца все это оборачивалось, то есть менялся полностью товар. А потом стало это больше времени, зависать. Еще когда ты вроде бы там наладил контакты, ты заказываешь, не едешь, а надеешься, что тебе положат. А там присылают не то. И вот это вот начинать, с этого и началось. Вот то, что я посмотрела, думаю, раз зависло, 2 зависло, я думаю, нет, надо что-то менять. Здоровья нету мотаться. Скажи, пожалуйста, вот здесь, да, тот товар, который ты можешь взять, ну, представь, что ты его берешь сейчас на 7-8 тысяч долларов. То есть это, в принципе, нужно? Это же не нужно здесь. Этого не надо совсем, девчонки. Это нужно таких вложений. Абсолютно. У тебя есть какие-то вложения, безумные в Вивасане, чтобы вот у тебя что-то лежит, необходимое для бизнеса? Нет, у меня такого нету. У меня, я покупаю для себя, для своей семьи, вот. А больше, ну, на подарки я могу купить. Ну, вот. Это просто покупка для себя. Да, это покупка и все. Но я спокойно, у меня нету этих вложений. Мне не надо думать, где взять деньги, как я это продам, все ли я угадала. Это постоянность. А еще съездить, да, а еще пройти таможню, если бы вы знали, что это такое. Вот я только хотела спросить у тебя, спишь ли ты лучше, дорогая Людмила? Да, да. Спокойнее, да. Да, сплю я лучше. На сегодняшний день в Вивасане? У меня 21%.
Вот То есть, прям ну, это как бы, я просто переведу для тех, кто не знает, это примерно чек в 1000 франков. Франк у нас сейчас около 80 рублей, да, около 80 тысяч да. пассивный доход, не считая мотивации, так сказать, как мы называем, за то, что подписал, не считая подарков, акций или от продажи. То есть это только от пассивного дохода. Дохода, Ну да. что, удачи, вперед из песни, а мы тебе... А можно задать вопрос, Ольга Васильевна? Да, Можно. конечно. Пожалуйста. Люда, а скажи, вот, пожалуйста, мы с тобой знакомы уже. Да, Жан. Да, Привет. да. Вот скажи мне, пожалуйста, твоя максимальная цель в Вивасане, вот, как ты себя видишь через 5 лет? Ты видишь в будущей компании, себя в этой компании? Как вообще? Конечно. Я пришла, когда вот это Ольга Васильевна не даст соврать. Вот кем ты хочешь быть? Я сказала, генеральным директором. Ну, кем может быть индивидуальный предприниматель? Конечно, генеральным директором, не меньше. Вот. Через 5 лет это генеральный менеджер. Да, это реально. Это реально. Вот. У меня даже в мыслях не было. Такая женщина. Я посмотрела, мне так захотелось с ней общаться. Думаю, ну на каком уровне? Только генерального директора. Людмила, можно вопрос? Да. Вот скажите, пожалуйста, вы работали с торговлей, когда вы платите за аренду или за ваше помещение. Вот насколько вам было сложно, когда клиенты приходили сами, и вам пришлось их искать самой? Сложность вот в этом была? И какие сейчас еще сразу же, какие вот если сравнить с расходами, те расходы, которые были в обычном бизнесе и здесь, они соизмеримы или это разные совершенно? Это совершенно разные вещи. Знаете почему? Потому что это надо собрать деньги, съездить купить товар, угадать, его продать, клиенты. У меня были постоянные клиенты, собственно, в последнее время то, что я наработала, они потом это в Вивасан за мной пришли. Мне доверяли, потому что я всегда старалась продать вот как себе, понимаете? И люди, они чувствуют, когда ты искренен, понимаете? Я никому не продала вот просто, чтобы втюхать. И за мной пришли в Вивасан мои клиенты. Есть То есть такие. у тебя получилось наоборот. Там ты искала клиентов, а сюда они уже пришли из того бизнеса многие, да? Много пришли, да, много. И я сейчас прихожу, мне совершенно вот, мне нравится здесь товар очень качественный. Это вот начинают, а там вот подешевле. Я знаю, что такое подешевле. Оригинал – это не значит этот самый, как это, повтор. Это две разные вещи, понимаете? Вроде бы и ткань такая, лекало другое, не так сидит. Так и в Вивасане. В нем то же самое. Да, вроде бы ингредиенты те же, но они сделаны по высочайшей технологии. Это надо понимать. Это усваивается по-другому, это биоусваиваемость другая. Я тут вот это, мне стало как поэзия, мне так это нравилось, понимаете? Вот. Это, ну, это совсем другое, мне очень нравится. Ты сейчас начала говорить об этом, оригинал и дженерик, да? Вот да. Дженерик – это то есть повторение. Я вспомнила Жванецкого, Царствие Небесное, тут все время вспоминаешь. Теперь его все афоризмы, все цитаты у нас и раньше они были, и теперь они, конечно, будут долго еще жить. И когда он говорил, что, ребят, помните, у него была такая миниатюра, тщательнее надо, товарищи. Для себя стараемся, для такого же, как ты, да, потому что скажите, чем отличается лекарство, которое лечит и которое также точно называется, но не лечит? И чем они отличаются? Хотя формулу дали. CH2, CO, CH3 на пару в Швейцарии берет, а у нас не берет. Вот как бы тщательнее надо, товарищи, это от дженерика. А расходы, да, хороший вопрос, Юль, был, действительно, потому что там вложил, потом идут расходы, здесь пришел и размышляешь, и вот у тебя вся речь была построена на том, что я учила, я изучала, я общалась, и ни одного слова не было, я вложила, я поехала
купила, я не продала. То есть вот это тоже очень важно. Ну что, ребят, если есть вопросы к Людмиле, то задавайте, пожалуйста. И тоже я вас очень прошу, напишите какое-нибудь слово, потому что вы понимаете, люди выходят в эфир, не всегда это комфортно, мы все волнуемся в любом случае, то ли мы говорим, так ли мы говорим, нужно ли это людям. Просто напишите, пожалуйста, какие вопросы у вас сейчас к ней. Может быть, кто-то находится в такой же ситуации, кто занимается бизнесом. А сейчас много людей, у которых бизнес просто пропал, скажем так. Можно я сейчас Можно я скажу? напомню? Если у кого-то есть вопросы, которые сейчас сразу и вы не успеваете задать или стесняетесь, вы можете их задать лично тому человеку, который вас пригласил. Если вы переходите по ссылке, там есть форма для заполнения. Если это соцсети, вы можете списаться в личке с человеком. Если вы смотрите где-то, вам прислали в личное сообщение, побеседуйте с этим человеком, и вам расскажут более подробно то, что вам необходимо. И вообще подписывайтесь на наши новости. Подписывайтесь, потому что у нас и прямые эфиры. Мы можем отвечать. У нас очень много лидеров, которые могут ответить на любой ваш вопрос. И вообще, вы знаете, нужно всегда находить людей похожих. Когда есть что-то общее. Вот смотрите, мы послушали Марину Алехину. Марина пришла с бутылкой вина просто потусоваться. У нее не было какой-то нужды особой. Она пришла просто вот в гости. А потом ей понравилось помогать людям, но потом пошли еще свои собственные деньги. Муж есть муж, а свои собственные деньги – это немножко другое. Это одна позиция. Людмила пришла, вообще у нее был свой собственный бизнес, она знала, она зарабатывала сама деньги. И она пришла, потому что там уже начались трудности. Сейчас очень много людей, у кого эти трудности, мягко говоря, трудности. Я вам хочу представить сейчас одну из кардинальных фигур нашего Vivasan бизнеса, генерального директора Иванову Валентину Викторовну. И вот здесь история вот какая. Очень многие спрашивают обычно, а можно ли не бросать свою работу и параллельно просто начинать у вас? И я искренне и честно всегда говорю, ребят, конечно, можно. Можно немножко подработать, можно там дополнительные деньги. Это вообще не вопрос. Но я никогда не скажу, что можно сделать большую, серьезную международную структуру, которая будет, сколько там уже у нас, 12-15 тысяч, да? 12-15 тысяч человек в структуре во многих странах мира. 18. 18 во многих странах мира, и при этом вот это делалось именно так. Но тут есть один секрет. Вот Валентина Викторовна, это, конечно, вот исключение из правил. Если правило, нужно бросить все и заниматься только одним делом, и тогда ты достигнешь такого высокого успеха, какой достигла она, то она это сделала параллельно с той работой, где была. В советские времена, вы же понимаете, надо, чтобы к пенсии прибавилось там 5 рублей, не знаю, сколько было. Да. Мы так воспитаны были. Но она обладает феноменальной дисциплиной, самодисциплиной. Она обладает феноменальной организацией, самоорганизацией. Более того, она еще, конечно, умеет организовать свою структуру. Мало того организовать, обучить ее и отблагодарить ее. И это все наша Иванова Валентина Викторовна. Валентина Викторовна, начинаем. Одену очки. Значит, я сегодня вот опрашивала всех, что бы хотели услышать от меня. За 21 год, конечно, образовалась большущая структура во многих странах и континентах. Девочки занимаются не только бизнес-складами, это еще сложнее. Как я создала себе эту обеспеченную, доходную вторую или третью молодость? Во Франции говорили, что вот когда мы были, вот они там считают так, люди там долго живут, каждые 20 лет – это молодость. Вот 20 лет – юность, потом еще 20 лет, потом еще. Вот 4-я молодость, она должна быть достойная, чтобы заходить в магазин и не смотреть на ценники, покупать детям себе, что им хочется, благодарить людей за хорошую работу поездками во Францию и самой
4 раза в году туда ездить. Ну, чтобы вот это все состоялось, я даже и не ожидала, что так будет. Я обычная учительница русской литературы, всю жизнь отработала в школе и работала в 2 смены чаще всего, потому что всегда не хватает педагогов, и как бы вот была ответственна за это дело, и работала в серьезной школе, где нельзя было ни шаг вправо, ни шаг влево отступить. Ну и что мне привело в Вивасан? Вивасан, ну, во-первых, мой спонсор Ольга Васильевна Шириша. Я попала на презентацию, где мне показали, что можно быть здоровой, без уколов, просто намазать себе что-то, и печень заработает. Выпить что-то вкусное, и все это будет хорошо. Я так прикинула, что моим детям и внукам это было бы здорово, потому что я не люблю лечиться, никогда не ходила в аптеки и так далее. Хотелось бы, чтобы нервы были хорошие, чтобы я не вкладывала деньги. Я могла работать, вот, отдавать свои силы сколько хочу, но чтобы за это получить деньги. Вот это я всегда искала. Работая в 2 смены, денег не было. Государство нигде не платит. И когда я стала разговаривать с педагогами многих стран, и Чехии и так далее, ну, не платят деньги нигде педагогам. Хоть вы что сделаете. Значит, здоровье, значит, ухоженность понравилась. Мне нравится, когда женщина даже с дачи приезжает, у нее как бы красивые руки. Швейцарцы говорят, что не надо быть вот накрашенной, надо быть, чтобы локти были гладкие, чтобы здоровье было, и зубы были красивые и так далее. На все на это надо деньги. Чтобы деньги были, надо их не заработать, а притянуть к себе. Есть очень много книг. Я работала со своей структурой по маленькой брошюрке, которая называется «Золотая пирамида». Там весь смысл был в этом, ну, кроме Луизы Хей и так далее, что мы изучаем. Весь смысл был в том, что в мире денег очень много, но мы их отталкиваем от себя, считаем, что большие деньги приносят несчастье, большие деньги это только у бандитов бывают и так далее. Оказывается, нет. Вот посмотреть надо, когда мне говорят, ой, как мы сейчас бедно живем, говорю, вы знаете, я живу в доме, где припарковать машину невозможно. Просто невозможно. Где люди уже своих деток привозят в дорогой детский доктор и оплачивают. Приходят туда с одним ребенком сразу вчетвером. И папа, и мама, и бабушки, и дедушки. У людей есть деньги. И не одна машина в доме. Квартиры все ухоженные, в холодильниках все есть. Ну, я не говорю, что вот, как бы все. Те, кто хочет, зарабатывают. Слава богу, что у нас страна такая, что есть все. У нас хорошие дороги. Я сейчас езжу по многим странам и городам, и могу вам сказать, что не надо везти с собой какие-то продукты или покупать там одежду. Везде все, собственно, мы подравнялись. Везде все есть. Итак, надо было, единственное, с чего я начинала, переступить через свою гордыню. Вот это университетское образование, престижная школа, просто идти в народ. Шла я сначала, чтобы меня просто послушали. Потому что вроде бы я и педагог, но надо было другие слова говорить и учить много про здоровье, про свой организм и так далее. И начинала я вот со всех соседей, потом пошла по улицам, меня уже рекомендовали. И через год уже Ольга Васильевна Шерешева, называя меня сотрудником выходного дня, то есть не бросая работу, я 5 лет не бросала работу, и каждый день вечером мне давали ключ от офиса, я могла там как бы работать с людьми. Вот. И все выходные, все субботы это только было. А когда структура организовалась большая, и уже было стыдно, что у меня профессор подписан, она привела людей, а спонсор на работе, на какой-то там своей школе. И мне это стало уже стыдно, и я так себе решила и сказала родителям на классном часе в мае месяце, что я отдала полностью государству все, что могла, заработала пенсию, тогда кефирную, и я уже ухожу в хороший бизнес, настоящий, где мне за день платили больше, чем я зарабатывала в месяц. Вот это вот было очень важно. Значит, и тогда вот, когда я ушла с этой основной работы, у меня образовалось время ездить по городам и странам. То есть первое, куда я поехала, в никуда. В никуда это была Сибирь, Тюмень. Меня пригласили как бы поработать с девочками. Ну, было мне 3 дня тогда.
экономила деньги и на билеты и так далее, потому что как бы учительская зарплата не позволяла ехать в дорогом вагоне и так далее. Второй вот мой такой большой визит был в Санкт-Петербург. Там уже была наработанная структура, я приехала, и как бы было с кем работать, но поняла, что я не могу ездить, работая в школе, ездить и работать со структурой в других городах. Поэтому туда не было интернета, как бы надо было обязательно приезжать. Но потом начались города более близкие, то есть Ростов, Курск, Орел, Брянск. И последние годы, вот 15 лет, когда я уже работала, у меня 280 дней в году было командировок. То есть практически дома я не была. Росли внуки, я им могла купить все, что хотела, фотографировалась, целовала. Ну, такая бабушка выходного дня. Ну, это, может быть, и хорошо, это было примером, что бабушка не сидит, не ноет, не просит ни у кого, чтобы ее обеспечивали. Я сама обеспеченная дама. То есть, и у меня было в плане всегда 4 раза в году экскурсии какие-то в другие страны, путешествия, как Марина сказала, по городам, странам и так далее. Мы всегда ездили не по одному, а со своей командой. Я очень горжусь, что у меня в структуре много менеджеров. И когда их Томас награждал в Турции, я всегда с удовольствием их фотографировала и просила, чтобы они одели бальные платья, потому что это очень торжественный момент такой. Ну, знаете, что у нас ступенек много по бизнесу. 7 ступенек – это средний бизнес до 21%. Но во всех вот фирмах как бы считается, что это директорская хорошая зарплата 1000 евро. Но я вам скажу, эта зарплата ну, не очень. Дальше идут деньги более значительные. Идет уже генеральный, идет уже менеджер, генеральный менеджер, директор, генеральный директор. Соответственно, значит, люди под ним зарабатывают, и он тоже зарабатывает. И мне очень нравится, что повышается квалификация у новеньких людей. Я с удовольствием показываю свои значки, горжусь ими, потому что многие не знают, что Томас нам тоже предусмотрел значки. Значит, золотой значок, серебряный значок, золото с серебром, потом у меня уже с рубином значок. Как так. Но самое главное, что я вот хочу, чтобы вы все не боялись и приходили, как бы вообще, это не стыдно, это красиво. Есть что сказать, есть что вспомнить, не зря прожитая жизнь. И вот Ольга Васильевна говорит про Жванецкого. У меня вот всегда была одна мысль его, которую говорю. Пришла идея в голову, но ищет мозги. Вот я свои мозги, значит, нашла, когда ушла из школы. Вот тогда мозги подсоединились к этой идее стать как бы достойную жизнь вести. Ну вот все, что я хотела сказать. Я вам всем желаю достойной 4-й молодости, потому что у меня она как раз пошла 4-я молодость. Слава тебе, Господи. Вот, руки-ноги работают, все хорошо. Вот, если есть вопросы, задавайте. Надежда Викторовна, то, что сказала Юля, да, вот помните, как отличить человека состоятельного от того, что внутри, да? Это когда человек смотрит не в меню, ну, у меня это было меню, когда я в меню смотрела не на правую колонку, там, где цены, а смотрела просто, что мне выбрать. Или как на сумочке, да, вот вы это очень хорошо формулируете. Скажите это, пожалуйста. Да, мне очень нравится выбирать товар, Ольга Васильевна. Я не смотрю на ценники. Мои дети удивляются всегда. Вот я вижу что-то новое на прилавках, там в Ашане что-то, я кладу в корзину. Мне хочется попробовать что-то новое. Вот это вот самое главное. И если мы выезжали в Турцию и приходили, ну, девчонки сейчас меня смотрят, в ювелирные магазины, то есть меня сажали, и вот подносили самые дорогие украшения. Смотрели, смогу или не смогу. Ну, конечно, смогу, но я не ношу их, но у меня и есть. То есть была такая у меня цель иметь много украшений хороших, настоящих, достойных, двойные кольца, и чтобы были изумруды из Южной Африки и так далее. Они есть, ну, там, кроме бриллиантов. Юль, я ответила на твой вопрос, да? Такой да, маленький. Да, можно я еще спрошу, Валентина Викторовна, вот это у вас когда пришло ощущение счастья как самодостаточная женщина?
Ну, когда вот я получила, когда у меня Марина Алехина вышла на 21%, видели Марину, да, вот она вышла, она первая была. Я очень горжусь этим менеджером, потому что она вот первая пошла в футбольную команду, не побоялась вместо уколов предложить им наш гель ПЦ, и причем не одному, а всей команде. Как бы Марина ходила тогда в норковой шубе, когда она пришла, красиво. У нее одной была, наверное, тогда норковая шуба. Вот. Ее приглашали как леди, а я за ней шла, спонсор, учительница бедная. Вот. А потом, когда пошли деньги, я решила, что нельзя быть такой. Если ты хочешь вести за собой людей, то не надо складывать это все в ящик, а надо на себя как бы одевать. Поэтому, когда мы были в Эмиратах, я брала шубы, девочкам помогала греческие, а себе взяла шубу, чтобы было видно, что это престижно. Третью, наверное, по счету, это была шуба итальянская. 15 тысяч евро, это круто. Да, но последнюю шубку я взяла авто, маленькую, хорошенькую, она мне очень нравилась. И команда, которая со мной вот ходит, я с удовольствием как бы беру их. И мне понравилось, что однажды, когда мы были в Венеции, в Турции на семинаре, один из моих лидеров говорит, вот я очень хорошо работала, это была госпожа Смышляева, Царство Небесное, но меня никогда так не награждали такой достойной поездкой в Турцию, как вот Венеция. Да, ничего себе, попали мы попали. А вы знаете, когда мне представляют в городах, представляют онкологом там, или терапевтом. Почему? Даже вот брат, я там, когда приезжаю в Брянск, он говорит, у меня сестра прошла 3 медицинских академии в Швейцарии. Мне действительно эти сертификаты нам давали. И вот последняя, 3-я академия, где было нас 4 человека, и все были из Воронежа, и Томас нам вручал и подарки, и эти сертификаты. Это было очень круто, сразу говорю. То есть можно достойно разговаривать с врачами о здоровье. Вот сейчас актуальная тема корона, да? Что такое корона, чем ее как бы по-другому, как уйти к этой болезни, как к ней относиться. Оказывается, все зависит от нашей головы. Вот. Это обычный грипп, который надо пережить. Да, пожалуйста. Команда молодости нашей, когда была в Европе, автобус, не успевали открыться двери, команда растворялась и прибегала со скоростью звука к однозначному времени. Поэтому, вы знаете, вот это счастье, ощущение счастья, когда ты можешь себе позволить покупать в Европе то, что ты хочешь, когда ты можешь путешествовать, это тоже важно. И не важно, какой возраст на самом деле. Это абсолютно не важно. Я вот очень люблю, потому что Марина сказала, Зою Николаевну нашу из Боброва, когда она в Турции первая села на по воде мотоцикл, и Тура говорит, бабушка, мол, вы не... Она, да ладно, села и поехала. Или она прыгала вот с парашютами. И Томас говорил, что у него тетка, которая как бы тоже в 90 лет прыгнула с парашюта. Вот. И мне еще нравилось, что Томас подарил своей маме на 70 лет дорогой автомобиль, чтобы она вот как бы ездила на нем в 70 лет. Это было очень круто. И я видела, как нас встречали в Швейцарии, девчонки. Когда мы раскупили все сыры, и Томасу до сих пор говорит, где вы нашли столько богатых женщин? Ну все, в Эппенцелле, куда вообще не возят никогда путешественников. В самом крутом районе, где нетронутая эта девственная природа, а мы там скупили в этом ларьке, все сыры какие были. Практически все, да. Да, уже немка фартуком, что такое приехал. Это вот действительно как бы гордость, что мы действительно вот создали себе обеспеченную, достойную жизнь. Не с бутербродами, а мы можем все. Ага, Валентина Викторовна, и еще как бы по результатам, мы не будем спрашивать, какой у вас сейчас чек, это не очень, так сказать, корректно, скажем так, но если говорить о том, где вы сейчас живете и как, да, потому что первая квартира, я помню очень хорошо, это была двухкомнатная хрущевка, где вы Андрея провожали в первую свадьбу. Да, спасибо вам, Ольга Васильевна. Я вспоминаю эту песню Розенбаума, когда вы пели за пианино. То есть мы жили обычной жизнью. И когда первый балкон я себе сделала за одну зарплату, я всем показывала. Вот, смотрите, стиральная машина за одну зарплату, шуба за одну зарплату.
И вот эта коллекция, чего мы купили за год, это можно было показывать, потому что когда я рассказывала презентации в маленьких городах, их не очень слушают. Мне все говорят, расскажите про свою жизнь в Вивасане. Вот это самое главное, девчонки, слышите? Вот, сидят, покуривают, я могу брызнуть Виваспрей наш, и запах табака уйдет. И потом мы можем рассказывать о чем хотим. Вот это вот очень важно. Достойно себя вести и хорошо рассказать все. Ну и сегодня те квартиры, которые имеют ваши дети, которые имеют роскошную квартиру, машины, которые есть, и путешествия и так далее, это уже как бы... И когда дети говорят, мам, ну вы крутые. Когда мы повезли вот, в Росхутор, помните, 18-й год, да? Это был очень круто. Я вчера подняла альбом. Хорошо, что я делаю эти альбомы. Антону показывала, он говорит, какая прелесть. То есть потом они ездили на следующий год уже в Кисловодск самостоятельно, уже, ну, как бы более скромные отели, скромная еда и все такое. А там мы распоясывались. Там, Юль, ты же помнишь это, как мы солнце встречали, ты не была там? Ну, вот все девочки, которых я вижу, как бы они с нами путешествовали. И не одна я такая, то есть это вся команда может себе позволить. Спасибо, Валентина Викторовна, большое. Ну что, новых вам директоров и менеджеров, чтобы вам было побольше, новых успехов. Спасибо огромное. У кого есть вопросы, ребят, все вопросы, которые у вас сейчас возникают, ну, допустим, мы не успели ответить, пожалуйста, пишите в соцсетях, там, где вы находитесь, и мы обязательно ответим на эти вопросы, причем индивидуально. И еще, именно сегодня на этом прямом эфире для вас подарок. Подарок вот какой. Я или те лидеры, которые выступали, Валентина Викторовна, мы можем дать индивидуальную консультацию, ответы, индивидуальные вообще совершенно получасовую консультацию с ответами на все ваши вопросы. Если вас это интересует, пожалуйста, запишитесь и скажите, да, давайте первые 8 человек. Игорь, пожалуйста, проследите, вот первые 8 человек, это будет бесплатно, бесплатная консультация на любые вопросы, кому вы хотите, к Валентине Викторовне, ко мне ли, к Людмиле Завтур, к Марине Алехиной, Юле, может быть, Сафоновой, кто сегодня выступал, мы готовы с вами отработать. Только первые 8 человек, пока идет эфир. Спасибо, Валентина Викторовна. Ну что, я хочу еще несколько слов сказать о нашем бизнесе. Эту презентацию я, в общем-то, показываю часто, но сейчас просто проскочу на боевом коне и немножко расскажу о том, что же у меня-то было, что же у меня, как же я сюда пришла, если, конечно, это интересно. Так, пока слайдов сначала. Вот деньги, к сожалению, не сыплются с неба. И лотерею очень много людей, громадное количество людей, которые мечтают выиграть лотерею. Но чтобы выиграть лотерею, уже было четко подсчитано, чтобы угадать все 6 цифр, нужно, это шанс 1 из 5 миллиардов. А если в любом порядке 6 цифр, это 1 шанс на 8 миллионов. Иначе говоря, купи 8 миллионов, на 8 миллионов билетов, и ты получишь, возможно, главный приз. То есть купи весь тираж. Но это нереально. Мы не верим в это, поэтому у нас нет бесплатных квартир, автомобилей, нам никто этого не обещает. Нам не обещают безумных денег, ничего не делая. А поскольку мы в это не верим, в светлом будущем когда-то. Почему? Потому что нам платят деньги сегодня. И вознаграждают, то, что говорила Валентина Викторовна, да, месяц я могу купить там стиральную машину, ну, тогда это были другие немножко деньги. Месяц я могу купить там шубку себе, например. И если сегодня деньги платят, Вивасане платят именно так, у нас нет таких накопительного маркетинга, но из нас не вытаскивают обязательные закупки ежемесячно. Поэтому нам не надо, чтобы заняться бизнесом, дополнительных каких-то денег, нам не дают неизбыточных обещаний, типа ты вот только деньги вложи, и ты тогда все получишь. Нам говорят, пожалуйста, можно заработать
Ты получаешь вознаграждение сегодня и имеешь возможности покупать то, что тебе нравится. Я сейчас не буду говорить о том продукте Швейцарии, который растительный, и который на сегодняшний день нужен практически всем. Потому что вот сегодня как раз такие времена, что думаю, Господи, вот так вовремя ты дал нам возможность приобщиться к Вивасану и не только зарабатывать деньги, но еще и себя восстанавливать, просто здоровье себе делать. Международная компания, в которой мы можем работать, причем абсолютно ничего не вкладывая. Кроме того, мы сейчас говорили о поездках, но мы не очень как-то внятно сказали про Швейцарию. Я хочу восполнить это. Швейцария – это те заводы, на которых производится наша продукция. И мы огромное количество, вот 2 раза у нас были такие крупные поездки, причем всех желающих приглашали. Туда эти желающие, ну, ты должен был сделать определенное количество оборота, и мы могли посетить заводы и лично познакомиться с нашими владельцами этих заводов. Вот как бы эти наши заводы, с кем, где мы лично были и знаем, что эта продукция производится именно там. И, конечно, очень важно, когда компания легальная. Мало того, что у нее философия высокая, здоровье, красота, благополучие, что она вкладывает деньги, компании, я имею в виду, не в какие-то эфемерные вложения типа там яхты, самолеты собственные и так далее, а в плантации и в заводы, и в 30 странах у нас есть филиалы и представительства, но еще и легальный прозрачный бизнес в каждой стране мира. То есть нет такого, что в какой-то стране есть представительство, и оно где-то там как-то не очень прозрачно показано. Вот это тоже важно, потому что мы можем оставить в наследство этот бизнес, мы получаем это через банки, зарплату нашу, так сказать, как мы ее называем, наше вознаграждение. И мы не боимся, что нас кто-то там вот возьмет за руку. Вариантов заработка очень много. Это просто покупать для себя как потребитель, немного продавать, то, что Марина сегодня рассказывала, немного там подписывать людей, приглашая их тоже с дисконтной карты, потому что, повторяю, на сегодняшний день эта продукция сейчас незаменима. Она чистая, она натуральная, она растительного происхождения, она подтягивает иммунитет, она защищает человека от огромного количества вирусов и бактерий. И для этого нужно всего купить 5 наименований, чтобы получить дисконтную карту. Нет, вы можете 1, 2, просто попробовать. Но чтобы получить дисконт, нужно купить 5. Так вот, 5 наименований может быть от 3000 рублей всего. Причем это будут продукты, которые мы вам расскажем в следующих эфирах, что даже если иметь одно эфирное масло, сколько можно с ним сделать и как долго оно будет у вас работать, потому что они многофункциональны. И получив дисконтную карту, вы уже получаете очень много интересных вещей. Если мы говорим о деньгах и о работе, обучение здесь блестящее. То обучение, которое вы можете получить здесь, и одно и онлайне, и в офлайне, как работать. Сейчас нас закрывают на самоизоляцию, это, конечно, работа в онлайне. И то, что у нас есть сейчас великолепная платформа, которая называется Viva Stars, и зарегистрироваться в ней можно, повторяю, бесплатно. Вы регистрируетесь, попадаете на нашу платформу и попадаете сразу на обучение. И здесь уже прописано огромное количество уроков, маленьких роликов в открытой части, сейчас уже 16 или 18 уроков вместе с первой частью уроков от нашего президента, от наших лидеров и от нашего президента. И о продукте, и обо всем остальном. Что для этого нужно сделать? Если вы находитесь на сайте, я сейчас покажу вам вот эту ссылочку на обучающие платформы, вы можете ее просто набрать. ЗКБВ – это аббревиатура нашей философии. Здоровье, красота, благополучие, Вивасан. Вот ЗКБВ
Ну и дальше это тренинговая платформа. Вы можете сразу туда войти, бесплатно зарегистрироваться, открывать эти уроки, и они могут пригодиться не только в Вивасане, а вообще для жизни. Но это называется, чтобы я так жил, чтобы мне бесплатно что-нибудь кто-нибудь давал. Конечно, свяжитесь со своими спонсорами, с человеком, который вас пригласил. А если вам интересны наши эфиры, подпишитесь сегодня, чтобы не пропустить каких-то важных очень вещей, потому что девчонки, когда говорили, я подумала, господи, как хорошо, что когда-то я не упустила этот шанс. Я не стала говорить, ой, да ладно, это ерунда, да ладно. Я не очень поняла маркетинг-план, мне очень понравился продукт, но я могла его просто покупать. Ну ладно, давай подпишусь. Это все как-то было, да, у всех почти как это бывает спонтанно. Но при этом, конечно, это перевернуло жизнь абсолютно, не только мне, но и всем моим сотрудникам, многим дистрибьюторам и моим партнерам. Потому что на сегодняшний день в моей структуре около 80 тысяч человек, и структура во многих странах. И представить себе в 21 год, когда я пришла одна и подписалась, что у меня будет такое количество людей, что у меня будут такие лидеры, которых вы сегодня слышали, а скольких вы еще не слышали. Такого уровня лидеры, такие профессионалы. И это будет моя команда, мои партнеры, мои друзья. Это люди, с которыми вот мы живем. Этого невозможно было представить. Что для этого нужно было делать? Взять, подписаться, приходить и потихоньку делать то, что говорили спонсоры. Это все. Поэтому, если вы сейчас нажмите, пожалуйста, на кнопку «Подписаться», если вы на сайте. Если вы в соцсетях смотрите, свяжитесь, пожалуйста, с вашим спонсором, с человеком, который вас пригласил. Вот. Ну и, конечно, подпишитесь. Все-таки подпишитесь, заполните нашу анкету, которая там есть. Анкета, прям вы ее сразу увидите, как выйдете на сайт zkbv.ru, на сайте вы увидите анкету. Там вы можете ее заполнить, ну а в соцсетях вам расскажет человек, который вас пригласил. Спасибо вам огромное за то, что вы были с нами. И у меня теперь вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, Наташа, попозже. Скажите, пожалуйста, то, что мы рассказали вам сегодня, ну, я так вот быстро-быстро комканно рассказала, но я думаю, что вам были даже интересные истории настоящих лидеров, тех людей, которые когда-то начинали. И скажите, пожалуйста, напишите в чате, там, где вы находитесь, что вас заинтересовало больше всего, что вам было более всего интересно. И не забудьте, что 8 человек, первых 8 человек, которые уже подпишутся, сколько там уже у нас есть, кто подписался на личную консультацию, кому бы то ни было, да, вот 8 человек получат консультацию получасовую, индивидуальную, абсолютно бесплатно. Вопросы есть? Посмотрите, пожалуйста. Юлечка, посмотри вопросы. Или Игорь, где там еще есть вопросы? У меня вопросов нет. Угу. Игорь? Вопросов нет. Угу. Я могу добавить, что можно не только быть самостоятельной, финансово обеспеченной, но еще и подарить здоровье своим детям с самого детства. И вырастить их без таблеток, как произошло это у меня, когда я вылечила ребенка от аллергии, и понеслось. То, чего у нас аптека вылечить не может. Поэтому здесь здоровье и благополучие, да. Скажи теперь, что делает твой ребенок? Сколько ему лет? 16 полных, почти 17. Мы используем эфирные масла просто с закрытыми глазами. Мы знаем, это уже ходячие ароматерапевты, дети, которые выросли на этом. Мы не знаем, какие таблетки нужно от головы, какие от горла. Мы знаем, что можно накапать 33 травы на сахар, рассосать, и все окей.
Я хочу просто, многие мамочки не знают, что сделать для того, чтобы быть и обеспеченными, и дать здоровье своим детям. Не забывайте, у вас такая возможность есть. Вот ее сейчас просто нужно взять и использовать. Неважно, сколько вам лет. У вас есть шанс. Поэтому прямо сейчас заполняйте и обращайтесь к тем, кто вас пригласил. Да, потому что пока есть эксперты, вообще пользуйтесь, я всегда говорю, ребят, используйте шанс. Есть человек, есть профессиональный человек, который добился успеха или владеет этой информацией, и он бесплатно готов поделиться. Спрашивайте, задавайте. Это может быть определяющим вообще вот просто поворотным каким-то таким щелчком для изменения своей жизни. В плане здоровья, в плане денег, неважно. Но это действительно шанс. Тем более на сегодняшний день продукция, которой сейчас мы владеем, ну, она выше всяких похвал, и она не просто в тренде, она необходима каждому человеку. Спасибо всем большое. Спасибо всем большое. Надеемся, что вы напишете, что вам понравилось из того, что как проводить наши прямые эфиры. Может быть, еще больше истории надо. Или показать чеки конкретные. У нас тоже есть такое предложение. Ну, а потом ждите, у нас скоро будет прямой эфир о биопульсаре. Биопульсар – это, как это сказать, когда не надо делать анализы сразу все. То есть когда можно положить руку и увидеть, что там в организме в твоем происходит. Это еще наше будущее. Спасибо всем большое. До свидания. Оставайтесь здоровыми, будьте счастливы и не пропустите свой шанс. Жмите на кнопку, подписывайтесь. Пока.